Помимо стандартных сетевых настроек в Proxmox, которые мы смотрели до этого, а именно настроек в ноде, здесь выбираем Network, и здесь мы видим физические интерфейсы самого сервера и также виртуальные интерфейсы, которые добавлены к физическим интерфейсам. В данном случае это Linux Bridge, он добавлен к физическому интерфейсу INP1S0. Мы также в Proxmox можем работать более расширенно с сетью, а именно используя SDN – Software Defined Network. Именно на этом видео мы поговорим, что это такое, как это работает. Итак, SDN мы можем найти, выбрав Data Center, и в менюшке посередине у нас есть такая вкладка SDN. Выбираем, и у нас уже есть один Software Defined Network, а именно Local Network, который мы также можем найти здесь. Если мы его выберем, то мы увидим, что здесь находятся именно те стандартные настройки, которые мы делали при настройке нода. Но в SDN у нас также есть различные подменюшки. Например, подменю Zones. Здесь мы создаем сетевую зону. У нас есть на выбор несколько типов этих зон. Каждую из них мы посмотрим, протестируем, и я кое-что вам покажу на примере, как это работает. Далее у нас есть вкладка VNets, виртуальные сети. Здесь мы создаем именно сеть для зоны. Мы также это потом посмотрим. В меню Options мы можем добавлять внешние ресурсы. Например, Controllers нужны для того, чтобы мы могли работать с зоной EVPN. Далее мы можем добавить внешний ресурс IPAM для регистрации IP-адресов. И также можно добавить внешний DNS-сервер. У нас также есть встроенный IPAM. Здесь мы будем видеть наши IP-адреса, которые будут добавлены через SDN нашим виртуальным машинам, либо контейнерам. И у нас также есть VNet Firewall. Это Firewall для SDN. В Proxmox, начиная с версии 9, у нас появилась новая функция в SDN, это Fabrics. Эта функция позволяет автоматически делать маршрутизацию между хостами в кластере. То есть, если у вас кластер и вы хотите использовать определенные функции, то Fabrics там очень хорошо поможет. Особенно хорошо, если вы используете VXLAN, это в зонах у нас есть VXLAN и VPN, либо если вы используете SEF. Также классная вещь, что он может автоматически переключаться между сетевыми интерфейсами. Если у вас Proxmox подключен через 2, 3 и больше интерфейсов, то Fabrics может за вас автоматически переключаться между этими интерфейсами, что повышает сильно отказоустойчивость. О Fabrics, наверное, сделаю отдельное видео в связке с настройкой SEF кластера в Proxmox. Итак, давайте разберемся, что такое SDN, зачем это нужно и вообще как оно работает. Немножко теории. При создании Proxmox сервера либо кластера у нас есть сразу же по умолчанию один виртуальный интерфейс, который добавляется к виртуальным машинам либо контейнерам. У нас есть также внешние наши сетевые компоненты, роутер, switch, где работают наши gateway, DHCP сервера и тому подобные сервисы. И при создании виртуальных машин либо контейнеров мы просто добавляем виртуальные интерфейсы. И таким образом мы можем через наш физический Proxmox сервер, через потом виртуальный интерфейс, достучаться к нашим виртуальным машинам. То же самое также виртуальные машины ходят в интернет. Но если мы хотим расширить возможности нашего Proxmox сервера и, например, разделить некоторые сервисы по другим подсетям, которые не относятся к нашей внешней сети, то мы можем использовать Software Defined Network. Как это работает? При создании SDN мы создаем в первую очередь зону. Зону нужно воспринимать как полноценное сетевое окружение, в которой есть switch, есть роутер. Мы также можем там делать настройки самой сети, DHCP, настройки firewall, DNS, IPAM и тому подобное. Мы можем создавать несколько типов зон. Наверное, самые популярные, самые простые зоны это Simple и VLAN, потому что настраивается очень легко и также часто используется из-за того, что их быстро создать, не нужно какие-то дополнительные настройки делать во внешней сети. Для некоторых других типов нам нужны сетевые компоненты, которые также поддерживают некоторые функции, но об этом немножко позже. И при создании виртуальных машин либо контейнеров мы просто добавляем сетевой интерфейс, который относится к той либо иной зоне. В зависимости от конфигурации наши ресурсы будут получать доступ либо в интернет, либо ко внутренней сети, но это уже другое.
И зачем нужен SDN? В каких случаях его используют? Например, если у вас есть ресурсы, которые нужно дополнительно обезопасить через, допустим, firewall, либо дополнительный какой-то контроль сделать для доступа к этим ресурсам, вы можете его отделить в отдельную SDN-зону, и таким образом вы сможете больше контролировать доступ к тем либо иным ресурсам. Второй вариант, который также часто используется, допустим, у вас в компании есть много отделов, которые занимаются разработкой программ, которые занимаются веб-дизайном, ну и такие другие небольшие отделы, то вы также можете разделить все виртуальные машины по этим отделам. И программисты, которые работают в одном либо в другом отделе, они смогут сами создавать виртуальные машины и добавлять им только те зоны SDN, те сети, которые вы дадите доступ. Это очень удобно, вам не нужно много контролировать и вам создавать для них эти виртуальные машины, добавлять также сеть. И также вам не нужно делать постоянно конфигурацию, либо изменять конфигурацию вашей основной сети. И еще один очень хороший вариант использования, если вы, допустим, занимаетесь хостингом. Вы можете разделить ваших клиентов по разным сетям. И таким образом вы также сможете дать доступ определенным клиентам в конкретную зону SDN, что они смогут видеть только свои виртуальные машины и только ими управлять. Перед тем, как мы будем создавать и настраивать SDN, нужно проверить некоторые настройки. Посмотрите, если у вас есть вообще параметр SDN. Он появился по умолчанию с версии 8.1. Если вы обновлялись в более старых версий и у вас нет параметра SDN, вам нужно установить SDN-Co. Есть также все в официальной документации. Вам нужно сделать всего лишь 2 команды и затем проверить настройку в файлике Interfaces. Мы можем это все сделать, посмотреть, есть ли у нас этот параметр. Заходим в shell самого Proxmox сервера и смотрим параметры. И у вас внизу, по идее, будет вот этот вот параметр. Все хорошо, у нас это есть. Далее нам нужно установить еще DHCP IPAM, если мы хотим использовать функции DHCP. Я думаю, это нужно. И также установим FR Routing. Он также нужен будет для расширенной настройки. Чтобы установить DHCP IPAM, мы делаем простые команды apt update и install DNS masquerading. У меня он уже установлен. Далее нам нужно отключить инстанцию по умолчанию. Systemctl disable now DNS masquerading. И теперь мы устанавливаем FR Routing. Теперь лучше всего перезагрузить ваш сервер. Система перезагружена, и теперь мы можем приступать к настройке и созданию SDN. При создании Simple Zone и, в принципе, при создании любой другой зоны, мы также создаем VNet Bridge. Этот бридж, он содержит в себе настройки сети, саму сеть, настройки Gateway, можем делать настройки Firewall, DNS, IPAM. И при создании виртуальной машины и добавлении ее в эту сеть, если мы настроим DHCP, она получает автоматически IP-адрес этой сети. Либо мы также можем настраивать IP-адрес вручную. Если данная виртуальная машина хочет выйти в сеть, то есть она подключается к VNet бриджу, и потом она должна подключаться к бридж, который мы настраивали в Proxmox сервере, и таким образом вводит в интернет. Но чтобы это все нормально работало и правильно работало, нам нужно также будет включить SNAT. Это значит, что наш IP-адрес будет маскироваться IP-адресом Proxmox. Очень коротко, зачем это нужно. Например, у нас IP-адрес 10.80.80.11. Если мы выходим в интернет к какому-то серверу, мы проходим через VNet, потом Bridge, выходим с Proxmox сервера, выходим куда-нибудь дальше, и потом мы получаем ответ от какого-то ресурса, он приходит в наш Gateway, но наш Gateway абсолютно ничего не знает, если мы предварительно не настраивали, он не знает, где находится сеть 10.80.80. Если мы используем SOSNAT, то наш IP-адрес, вот 10.80.80, там какой-то другой еще, он будет маскироваться IP-адресом самого Proxmox. Наш Gateway, он будет знать, что он получил пакет от Proxmox, он отправляет ответ на Proxmox, так как он непосредственно с ним подключен. А уже Proxmox, он открывает пакет, он видит, что была маскировка, он открывает пакет и видит, что данный пакет предназначен виртуальной машине, которая находится в SDN. И он отправляет таким образом пакет нашей машинки.
Если мы хотим подключить какую-то виртуальную машину дополнительно к какой-то зоне, нам достаточно просто добавить сетевой интерфейс той зоны, в которой мы хотим добавить виртуальную машину. И таким образом мы получим доступ напрямую с какой-то виртуальной машины в виртуальную машину, которая находится в SDN. Наша виртуальная машина, которая будет иметь два интерфейса, она будет играть такую роль, как Jump Host, и через нее мы уже сможем подключаться к любым виртуальным машинам. Но если мы хотим подключиться с нашего компьютера к какой-то виртуальной машине, которая находится в SDN, то нам нужно настраивать наш роутер. Ему нужно сказать, что сеть, допустим, вот такая 10.80.80/24, она находится через Gateway Proxmox. Тогда мы сможем получить доступ к нашим виртуальным машинам. Если мы этого не сделаем, то наш Gateway просто не знает, куда ему потом отправлять пакеты. И в таком случае нам будет удобно использовать Jump Host. Хватит скучной теории, переходим на сервер и настраиваем SDN. Переходим в Data Center и заходим в SDN. Здесь у нас есть всего лишь один SDN и больше никаких кнопок нет. Поэтому мы заходим в зоны и добавляем нашу первую зону. Мы будем делать Simple Zone. Так и назовем зону Simple. Далее нужно указать, для каких нодов мы создаем эту SDN-зону. У нас всего лишь один сервер, поэтому к нему будем добавлять. Готово. Далее мы можем добавить DNS-сервер, Reverse DNS-сервер, DNS-зону. Этого мы делать не будем, но мы укажем, что мы хотим автоматизировать DHCP. Автоматически это делать. Нажимаем Add. Готово. Дальше нам нужно создать VNets. Переходим в вкладку VNets, нажимаем Create. Здесь нам нужно дать имя. Я назову VNet 01. Можем дать ему какое-то имя, алиас указать. И дальше нам нужно выбрать зону, которую мы создавали. Я выберу Simple зону, у нас, в принципе, других нет. И далее мы можем изолировать порты, либо также можем включить VLAN Aware, если вы собираетесь использовать дополнительные VLAN теги в вашей SDN-зоны. Мы делаем все просто, без каких-то либо больших настроек. Нажимаем просто Create. Дальше выбираем наш VNet, и нам нужно создать Subnet, то есть настроить саму сеть для этой зоны. Наконец-то. Нажимаем Create. Далее указываем Subnet. Я возьму простой Subnet 10.80.80.0/24. Именно в таком формате нужно записывать здесь Subnet. Далее указываем Gateway. По стандарту это будет первый IP-адрес нашего Subnet 10.80.80.1. И далее то, что я и говорил, SNAT. Да, мы ее включаем, мы хотим, чтобы наши виртуальные машины и контейнеры, которые будут созданы в этой зоне, они смогли достучаться в интернет. И далее у нас есть вкладка DHCP Ranges. Мы можем добавить range того, где будут даваться IP-адреса в нашей сети. То есть наша сеть 10.80.80, и теперь я хочу раздавать IP-адреса с IP-адреса 50 до, допустим, 10.80.80, ну, чтобы мы много не бегали, до 60. То есть 10 IP-адресов, они будут раздаваться автоматически по DHCP. Нажимаем Create. Теперь мы видим, у нас есть вот такие значки New, New, и также здесь у нас есть значок New. К сожалению, нет никакого большого предупреждения, что нам нужно еще как-то все подтвердить. Но мы выбираем SDN и здесь нажимаем Apply. Через пару секунд у вас появится еще одна SDN-сеть. Вот, есть. И у нас также здесь появляется SDN. Все готово. Давайте запустим одну виртуальную машину. И потом к ней добавим еще один сетевой интерфейс с нашего SDN. Посмотрим IP-адрес, который сейчас активный. 10.10.40.152. То есть это мой Lab Network. Окей. Добавляем теперь к этой виртуальной машине еще один сетевой интерфейс. Нажимаем Add Network Device. И выбираем уже Bridge VNet 01. То есть VNet, который мы создавали. Готово. Нажимаем Add. Все, у нас интерфейс добавился. Посмотрим, что мы видим в консоли. Снова смотрим IP-адреса. И у нас здесь ничего нет, кроме того, как к нам добавился новый сетевой интерфейс. Я использую здесь Ubuntu 24.04, и сеть в Ubuntu управляется NetPlan. Нам нужно немножко расширить сетевые настройки. Для этого открываем файлик настроек в etc
netplan. И здесь у меня такой конфигурационный файл для сети. Я открываю его, и у нас есть всего лишь один интерфейс, который здесь указан. Нам нужно добавить еще один интерфейс. Это новый интерфейс ENS19, и он также будет управляться через DHCP. Готово. Сохраняем, выходим. Хорошо. Смотрим наши IP-адреса. У нас пока что ничего нет. Наш интерфейс также down. Нам нужно сделать еще apply. netplan apply. Sudo. Готово. Проверяем. И вот наш второй интерфейс уже рабочий. У нас IP-адрес 10.80.80.50. Именно тот range, который мы указывали при создании DHCP. Все отлично. Можем сделать ping google.com. Все работает. Давайте отключим интерфейс, который был до этого. Оставим только SDN интерфейс. Все должно также работать. Мы отключаем данный интерфейс. Ставим его disconnect. Окей. Смотрим результат. У нас ENS18 отключен. Он down. У нас работает лишь SDN интерфейс. То же самое сделаем ping Google. Все у нас работает. Но, допустим, если я захочу подключиться к моей системе через мой компьютер, я не смогу этого сделать. Давайте это попробуем. SSH, Romnero. Да, ничего работать не будет, потому что отсутствует роутинг. Я даже не смогу сделать пинг данного интерфейса, потому что мой роутер не знает, где находится данная сеть. Для этого, как я показал на графике, мы можем сделать jump host. Давайте для этого возьмем LXC контейнер. Сейчас там сеть ETH0, которая подключена к VM-бриджу. Мы добавим еще одну сеть. Давайте add. И будет ETH1. Бридж уже указываем VNet. Ставим, что у нас IP-адрес будет раздаваться по DHCP. Конечно, вы можете настроить все вручную. Это будет правильно. Но мы сейчас хотим использовать DHCP. Выбираем, нажимаем Add. Готово. Теперь запускаем контейнер. Переходим в контейнер. Смотрим IP-адреса. И видим, что у нас есть IP-адрес один из основной сети. И вот из той сети, которую мы создавали. Отлично. Мы можем подключиться к нашему контейнеру по этому IP-адресу, так как мой компьютер также находится в этой же сети. Давайте сделаем SSH. Да, мы смогли подключиться к нашему контейнеру. И теперь через наш контейнер, вот IP-адреса его, мы можем подключиться, естественно, к нашей виртуальной машине, так как она находится в данной сети. SSH пользователь, Romnero и IP-адрес 10.80.80.50, то есть первый IP-адрес. Да, мы видим, что у нас подключение уже как минимум работает. Да, мы смогли подключиться. Все отлично работает. Вот так мы смогли как бы изолировать одну виртуальную машину от внешнего мира. Еще одна интересная функция есть в SDN. Если мы перейдем снова в Data Center и зайдем в IPAM, то мы здесь видим все IP-адреса, которые используются либо заняты в данной SDN зоны. Мы видим у нас зона Simple, далее мы создавали Visual Network, VNet 01, и также мы потом создавали Subnets. Все у нас здесь указывается, все IP-адреса у нас здесь отображаются. Вот так легко можно включить SDN и настроить первую самую простую зону Simple. Второй тип SDN сети это VLAN. VLAN позволяет нам разделить нашу физическую сеть на логические подсети, что добавляет безопасности в сети. Если у нас IP-адреса работают на уровне третьем ISO-модели, то VLAN находится на втором уровне и позволяет нам создать определенные закрытые подсети. Посмотрим на Proxmox. В этот раз мы рассмотрим не один сервер, а, допустим, Proxmox в кластере. У нас есть нод 1 и нод 2, которые подключены также к нашему сетевому оборудованию, понятное дело. На каждом из нодов работают виртуальные машины и контейнеры. Может быть, они работают в одной сети, возможно, разделены на подсети, не столь важно. Но мы хотим еще больше обезопасить наши ресурсы и разделить их по VLAN. Мы создаем зону SDN VLAN. Также в нашей сети, на фаерволе, на свитчах, нам нужно создать наши VLAN, которые мы хотим потом реализовать. Далее нам нужно создать на Proxmox нодах виртуальные сети с различными тегами.
Допустим, тег 11 мы создаем на первом ноде и на втором. И далее нам нужно присвоить эти сетевые интерфейсы нашим виртуальным машинам и контейнерам, которые мы хотим перенести в данную сеть. Допустим, мы хотим объединить виртуальные машины и контейнеры для одного клиента, либо, допустим, это какой-то веб-сервис, который работает в совокупности, это, допустим, база данных и веб-интерфейсы, либо Kubernetes кластер, и мы это все объединяем в одну сеть. Таким образом, у нас различные ресурсы на различных нодах могут коммуницироваться между собой и как бы виртуально отделены от других компонентов в сети. Таким же образом мы можем создавать огромное количество виртуальных сетей, их объединять между собой. Короче, использование VLAN SDN намного повышает уровень безопасности вашей сети. Я вам буду показывать на примере Proxmox одного сервера. В кластере работает все точно так же. Сейчас на сервере работает одна виртуальная машина и один контейнер. Поскольку мы сейчас будем настраивать VLAN, то есть также и другой способ настраивать VLAN для работы виртуальных машин и контейнеров. Допустим, в данном случае сейчас виртуальная машина работает в VLAN с тегом 40. То же самое и контейнер у меня имеет тег 40. Вот видите. То есть эти компоненты уже работают не в сети, где работает сам Proxmox. У них есть свои VLAN теги. Но мы хотим создавать SDN. Чтобы это было более удобно, легко добавлять было к виртуальным машинам. Ну, короче, мы сейчас все посмотрим. Итак, будем создавать SDN. Переходим в Data Center. Далее выбираем SDN. И переходим в зоны. Мы создаем новую зону. Выбираем здесь VLAN. Нам также нужно будет указать Bridge. Чтобы посмотреть, какой Bridge у нас на нодах есть, переходим в Proxmox сервер. Выбираем сеть. И видите, где у вас нод подключен к сети. В моем случае это VM Bridge 0. Его и будем указывать. Возвращаемся к созданию зоны. Указываем Bridge. VM Bridge 0. Далее указываем 1. Это имя нашей зоны. VLAN SDN. Далее нам нужно добавить ноды, на которые мы хотим добавить эту зону. Если у вас кластер, вы выбираете те ноды, куда хотите добавить. В моем случае это всего лишь один хост. Далее вы можете указать IPM, если у вас настроен дополнительно. DNS сервера также если настроены. Если нет, то настройки будут взяты из настроек самого Proxmox кластера либо сервера. Нажимаем Add. Зону мы добавили. Далее переходим к настройке виртуальных сетей. Для настройки виртуальной сети нам понадобятся теги, которые нам нужно будет указать. Как я говорил, вам нужно изначально настроить ваше сетевое окружение для того, чтобы вы могли работать в том либо ином VLAN. В моем случае это switch, ну и firewall потом дальше. Данный сервер подключен к порту 8, и на нем есть довольно-таки много разных настроенных VLAN. Я могу настраивать любые. Как мы видели, до этого был тег 40 для виртуальной машины и контейнера. Мы сейчас добавим также VLAN сеть с тегом 11. Давайте это сделаем. Указываем имя. VLAN 11, допустим. Alias. Ну, давайте будет Lab. Теперь указываем зону. Это VLAN. И указываем тег 11. Нажимаем Create. Готово. Так как видите, у нас значок есть New. В зонах у нас также есть значок New. И теперь нам нужно это все подтвердить. Нажимаем Apply. Да. Мы хотим добавить нашу новую зону. Готово. Теперь мы можем посмотреть на виртуальной машине. У нас сейчас тег 40 стоит. Давайте подключимся. Посмотрим IP-адреса. У нас 10, 10, 40, 16. То есть это IP-адрес из VLAN 40, который сейчас настроен в сетевом интерфейсе. Давайте изменим этот сетевой интерфейс и подключимся с помощью него к нашему SDN. Посмотрим, что у нас получится. Видите, у нас VLAN тег 40 и Bridge VM Bridge 0. Выбираем наш новый Bridge, наш SDN, VLAN 11 и убираем тег. Готово. Окей. И смотрим на IP-адреса, которые у нас сейчас есть. IP-A. И видите, у нас IP-адрес изменился. То есть мы находимся сейчас в другой подсети. Вот так настраивается и работает VPN SDN. Идем дальше. Следующий тип SDN это QNQ. Эта технология известна как VLAN Stacking.
при которой сетевой пакет получает два тега. Мы потом посмотрим, что это за теги. Еще эту технологию называют VLAN внутри VLAN. Давайте коротко посмотрим, как это работает. Допустим, у вас есть два дата-центра. В одном дата-центре вы разворачиваете свои системы, настраиваете сеть и так дальше. У вас все работает, все отлично. Вы настраиваете также VLAN 10, допустим, VLAN 20. Но вы хотите увеличить доступность своих сервисов, допустим. Вы берете в аренду еще ресурсы в другом дата-центре. Все хорошо, там также все настраивается, все работает. Но вы хотите также передавать пакеты с вашего первого дата-центра в другой. И к тому же вы хотите, чтобы ваши системы коммуницировались по своим VLAN. Допустим, если в дата-центре 1 вы могли полностью настраивать сеть как вам угодно, то во втором дата-центре, допустим, сеть настраивается с помощью сетевых администраторов. То есть вы настраиваете только лишь нижний уровень свой. Но чтобы использовать технологию QnQ, нам нужно, чтобы наше сетевое оборудование поддерживало стандарт 802.1 AD. Его также еще называют QnQ. Что в этом случае происходит, если мы используем данную технологию? Мы хотим, допустим, отправить один пакет сетевой с одной машинки VLAN 20 на VLAN 20 в другом дата-центре. Мы отправляем пакет, он идет по нашей сетевой инфраструктуре. И на уровне, допустим, свитча ему добавляется тег 20. И все, с этим тегом мы можем внутри нашей сети дальше обрабатывать данный пакет. Но мы этот пакет хотим отправить дальше в дата-центр 2. То есть мы отправляем его дальше на наш gateway. И на gateway ему присваивается второй VLAN, допустим, VLAN 90. И отправляется в дата-центр 2. И процесс происходит обратным чередом. И наша система получает наш отправленный пакет. VLAN, которые находятся внутри QnQ, они называются CVLANs, то есть Customer VLANs. А VLAN, которые присваиваются провайдерам, они называются SVLAN, то есть Service VLAN. Посмотрим другой пример. Например, вы являетесь провайдером и у вас есть определенная инфраструктура, где работает Proxmox, сервера, кластер, неважно. Вы хотите ресурсы своей виртуальной системы давать в аренду. У вас появляется первый клиент. Он арендует у вас какие-то ресурсы, вы это все выделяете, он там деплоит виртуальные машины, контейнеры, обговаривает с вами, что он хочет использовать VLAN. Вы ему говорите, да, хорошо, вы можете использовать 10, 20 и 100 VLAN. У вас появляется потом второй клиент, процедура повторяется, вы ему даете VLAN 55, 56, 57. Но вы растете, и у вас появляется еще больше и больше клиентов, и за каждым следить довольно-таки сложно. Вы хотите это все автоматизировать. Какой-то следующий клиент хочет, чтобы у него также были VLAN 10, 20, ну и так дальше. В этом случае у нас проблема с первым клиентом. У него также VLAN 20. Чтобы нам реализовать независимость клиентских VLAN от тех VLAN, которые настроены у нас в инфраструктуре, нам помогает QnQ. Мы создаем зону, мы создаем виртуальные сети, и клиенты на своем уровне, в своем окружении, они могут создавать любые Customer VLANs. Но мы у себя должны смотреть, чтобы каждый виртуальный свитч, он имел отдельный SVLAN. Service VLAN. Мы предоставляем сервис. И здесь уже ответственность лежит на нас. То есть нам нужно смотреть, чтобы каждый нами созданный виртуальный свитч в зоне QnQ, он имел SVLAN тег, тот, который подходит именно нам. Но нужно не забывать, что обязательно наше оборудование должно поддерживать протокол 802.1 AD. Вот так просто работает данная технология. Сейчас вам коротко покажу, что мы можем настраивать в самом Proxmox и в каких местах. Мы на Proxmox переходим в Data Center, SDN и заходим в зоны. Далее нужно создать новую зону QnQ. Нам нужно указать ID, имя, максимум 8 символов. Далее стоит указать bridge. Здесь то, что мы видели на графике, это Service VLAN, то есть VLAN, который вы будете использовать как провайдер. Ну, допустим, 1001. Далее стоит выбрать Service VLAN протокол, который вы будете использовать. Для использования QnQ выбираем 802.1 AD. Еще одна очень важная вещь, это нужно
настроить MTU. Как в документации говорится, MTU занимает 4 байта. То есть, если у вас по стандарту стоит физический интерфейс MTU на 1500, то нам нужно указать 1496. В принципе, все. Больше здесь настраивать ничего не нужно. Нажимаем Add. Здесь готово. И далее переходим в виртуальные сети. Здесь также создаем новый VNet. Даем имя QNQ зона. Можем указать alias QNQ Customer, допустим, первый. И выбираем зону. Теперь нам нужно указать тег. Ну, допустим, возьмем 10. Это то, что будут создавать ваши клиенты. То есть вы создаете зону с сервис тегом, а уже виртуальные сети создают ваши клиенты. Все, нажимаем Create и переходим снова в SDN. Не забываем нажать Apply, чтобы у нас все применилось. Протестировать QNQ SDN я, к сожалению, не смогу, так как мой switch не поддерживает стандарт 802.1 AD. У меня только стандартные настройки есть. Но, в принципе, я думаю, вы поняли, как это настраивается и работает. Переходим к следующему типу. SDN тип VXLAN. Это технология, которая позволяет создавать виртуальную сеть уровня 2 поверх обычной IP-сети, которая находится на 3 уровне. Коротко говоря, это как виртуальный VLAN, который работает поверх интернета, либо обычной локальной сети. Итак, допустим, у нас есть 2 Proxmox сервера, которые могут коммуницировать между собой через интернет, либо в локальной сети. Это не важно. На каждом из Proxmox у нас работают виртуальные машины. И у нас задача, чтобы эти виртуальные машины могли коммуницироваться между собой не через общую сеть, а как бы через свои собственные виртуальные сети, чтобы мы могли разделить эти виртуальные машины по категориям, которые нам необходимо. Допустим, это у нас Production виртуальные машины, Development и Staging. Да? То есть мы хотим разделить их еще по сегментам. Для этого мы можем воспользоваться VXLAN. Чтобы эта сеть работала, как я говорил, у нас должно быть подключение между этими нашими Proxmox'ами. Неважно, они находятся в одном здании, в одном дата-центре, либо также находятся в разных дата-центрах. Далее нам нужно создать наши виртуальные сети с различными подсетями. Например, 10, 123, 1.0, ну и так дальше. То есть как вы хотите абсолютно. При передаче пакетов в сети VXLAN к нашим сетевым пакетам добавляются идентификаторы. Например, 1000 это у нас Production, 2000 Staging и 3000 это Development виртуальной машины либо контейнеры. Также коммуникация внутри VXLAN происходит через UDP. Если ваши Proxmox'ы объединены через интернет, то шифрование данных лежит на нашей ответственности. Поэтому лучше всего создавать VPN. Таким образом у нас будет защищенная сеть, и там уже будут передаваться UDP-пакеты. Также если у нас Proxmox объединены в локальной сети через, допустим, сеть 192.168.10, то мы видим, что у нас вторая виртуальная сеть также имеет эту подсеть. Здесь ничего страшного, потому что VXLAN, он манипулирует пакеты и передает их как бы немножко в другом формате. Поэтому мы можем использовать те же самые сети, что находятся и у нас в локальной сети. То же самое мы делаем у паблик-провайдеров. Мы создаем сети, которые нам необходимы. И нам не нужно беспокоиться, и провайдеру не нужно думать о том, какие сети у него внутри настроены, а что мы хотим использовать. Если у нас очень много Proxmox серверов, которые нужно объединить между собой, находятся в разных зданиях, в разных странах, может быть, и так дальше, то мы можем воспользоваться дополнительно к VXLAN, использовать и VPN. Это Ethernet VPN. То есть это коммуникация внутри VPN плюс BGP шифрование, и там будет возможность сделать автоматический виртуальный раутинг. Преимущество в VXLAN в том, что мы можем использовать очень много VLAN. Если в обычном VLAN всего лишь у нас доступны 4096 тегов, то VXLAN нам предлагает 16 миллионов тегов. Я думаю, этого достаточно. И давайте коротко я вам покажу, как это все работает. Я буду показывать на примере Proxmox кластера. Итак, у меня работает сейчас две виртуальные машины.
они подключены сразу к VM Bridge 0. Если мы посмотрим IP-адрес, то он такой же, как и адрес хоста. То есть здесь ничего не настроено, ничего не подключено, все работает в одной сети. У нас Bridge 0 и вторая виртуальная машина также в Bridge 0 подключена. Переходим к настройке SDN, заходим в Data Center, переходим в SDN и создаем зону. У нас VXLAN, далее указываем ID, далее стоит указать IP-адреса наших хостов. Это будет 10, 10, 40, 51. Далее указываем IP-адрес Node 2, 52 и 53. Сразу же третий добавим. SDN Fabric я буду показывать на других видео, но также здесь можно его использовать. Это очень удобно. MTU. Как в документации написано, мы должны 50 байт отнять от нашего MTU, которое настроено на сетевых устройствах. По стандарту это 1500. Отнимаем 50, остается 1450. Указываем MTU 1450. Если этого не сделать, то пакеты будут потеряны, задержки, в общем, разные проблемы будут. Далее указываем ноды, в которые мы хотим добавить VXLAN. Готово, нажимаем Add. Далее переходим в создание виртуальных сетей, нажимаем Create, пишем имя, указываем зону VXLAN и указываем тег, ну давайте будет 455, здесь не важно. Нажимаем Create. Теперь нужно обязательно нажать Apply, чтобы подтвердить все наши настройки. Ждем, пока deployment завершится. Что я еще забыл? Нужно сделать subnet, не DHCP, а просто создать сеть. Subnet будет у нас, пускай будет 10.123.15/24. Далее Gateway 10.123.15.1 и укажем SNet для того, чтобы у нас был доступ в интернет. Далее, как мы поняли, для Simple сети можно было указать DHCP range, то есть у нас IP-адреса в сети раздаваются автоматически. Для VXLAN это не работает. Многие пробуют и потом удивляются, почему никакие IP-адреса не добавляются к виртуальным машинам. Здесь это не работает, нужно будет добавлять все вручную. Либо создавать отдельный DHCP сервер, который будет работать в данной сети. Ну, короче, мы протестируем с временными IP-адресами. Нажимаем Create. Готово. Теперь переходим обязательно в SDN и нажимаем Apply. Переходим к виртуальной машине и теперь переключаем Bridge на VXLAN. Нажимаем ОК. Сейчас у нас IP-адрес по идее должен пропасть. Да, его нет. Подключаемся в консоль. Смотрим сетевые интерфейсы. Нам нужно настроить IP-адрес для ENS18. Если у вас Ubuntu, это NetPlan. Либо другой дистрибутив, это будет Network Manager. Ну, короче, в зависимости от того, какой у вас дистрибутив, по делу вы будете настраивать по-своему. Я сейчас сделаю просто временные IP-адреса, чтобы протестировать подключение между виртуальными машинами. Мы сказали, что у нас сеть 10.123.15, ну и пускай будет IP-адрес 11/24. И устройство, device у нас ENS18. Делаем это как sudo. Готово. Проверяем. У нас 10.123.15.11. И то же самое делаем со второй виртуальной машиной. Переключаем Bridge. Заходим в консоль. Пишем команды. И это будет у нас IP12/24 device ENS18 также. Готово. И сделаем теперь, попробуем пинг к первой виртуальной машине. 10.123.15.11. Да, у нас пинг работает. Вот таким образом работают SDN Software Defined Network сети в Proxmox. Надеюсь, у меня получилось рассказать, для чего, какая зона, какой SDN предназначен, как он работает. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.